От пациентки. Боль в ухе началась около 2 лет назад. В последнее время боли стали интенсивнее. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 47 лет. Дата исследования 5 июля 2024 года. Область исследования – височные кости. При компьютерной томографии височных костей в аксиальной плоскости с последующим построением многоплоскостных реконструкций изображений сосцевидные отростки обеих височных костей пневматического типа строения. Справа и слева объемных патологических образований наружного, среднего и внутреннего уха не определяется. Наружные и внутренние кортикальные слои сосцевидного отростка четкие, ровные, целость их не нарушена. Антральная клетка, устье барабанной части евстахиевой трубы, барабанная полость и ячейки сосцевидного отростка воздушны. Барабанная полость обычного объема, стенки ее не истончены, с четкими контурами, эрозий не определяется. Слуховые косточки визуализируются отчетливо, прослеживаются на всем протяжении, анатомические соотношения в них не изменены, контуры их четкие, признаков деструктивных изменений не выявлено. Барабанная перепонка не утолщена, дефектов не обнаружено. Верхняя стенка верхнего полукружного канала справа и слева не изменена. Патологических участков спонгиоза по переднему контуру овального окна и поверхностям костных лабиринтов с обеих сторон не выявлено. Луковицы еремной вены обычного положения с обеих сторон. Сигмовидный синус слева и справа обычного положения. Внутренние слуховые проходы симметричны, не сужены. Наружные слуховые проходы симметричные, проходимость их сохранена. В левом наружном слуховом проходе визуализируется серная пробка размером 4 на 4 мм. В зоне сканирования околоносовые пазухи воздушные. Костных травматических и деструктивных изменений не выявлено. Заключение. Пневматизация височных костей сохранена, в левом наружном слуховом проходе серная пробка. Рекомендована консультация лор-врача. 7 июля 2024 года К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Собственно, с височными костями, на мой взгляд, нормально все. Пневматизация их сохранена, каких-то патологических включений, образований я не вижу. В левом наружном канале есть серная пробка, ее нужно удалить, для этого нужна консультация лор-врача. Вопрос пациентки. Я бы еще раз хотела уточнить, задать вопрос. Я прикреплю файл с прошлым заключением по КТ. Мне ставили диагноз остеома, я даже напугалась. А сейчас просто серная пробка в заключении. Это не может быть ошибка. Разве серная пробка может давать сильнейшие боли в ухе? И лор-врач позавчера на приеме не увидел пробку, сказал изменения в ухе. Ответ К.М.Н. Котова М. Я чужие заключения не комментирую. Свое заключение я написал.